Свежая новость на фото. Два этих гражданина теперь являются почетными гражданами Киева. Лина Костенко и Валерий Залужный стали таковыми, несмотря на то, что вся фракция Еджеев и Бориста покинули зал голосований и не голосовали за двух этих великих граждан. Почему? Во-первых, я не уверен, что они понимают, кто это такие, а во-вторых, даже если понимают, то нынешней нашей власти не нужны герои. Никакие, нигде, ни под каким соусом. Об этом и речь. Отчасти именно поэтому провалена и проваливается мобилизация, потому что всякого, кто поднимает голову и начинает даже просто говорить о проблемах в стране, сразу же объявляют эпсошником, стараются либо отлучить от эфиров, либо забанить, либо уволить, либо отправить в штурмовики, даже если здоровье позволяет такому человеку в лучшем случае стать часовым на складе с гвоздями. И именно поэтому провалена мобилизация. И именно поэтому люди не хотят по доброй воле идти в ТЦК, потому что власти врут и втаптывают в грязь, и дурят. Потому что не то чтобы доброго слова, от нынешних исполнителей ролей министров, командиров и самых главных лидеров не дождешься даже намека на справедливость. Если удается их припереть к стенке, они объясняют свои факапы перекосами и единичными случаями. Перекосы? Единичные случаи? Рили? Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы, мы из Украины. Фоном показываю ваши комменты из-под донатов за период, отчеты от деда и наши, обещанные подсолнухи, что делают ваши донаты дронами, что мы с вами покупаем. Напоминаю, что ваши донаты не нравятся россиянцам, и все пытаюсь понять. Перекосы какого кокоса мешают нашей власти корректно управлять? Пришлось мне посмотреть и послушать для этого выпуск «Масії штучки» под названием «Кто автор провалу мобилизации?» 2,5 часа на секундочку. Стоит признать, что коллега россиянской шипучки Скобеевой имеет право так называть эфир, потому что наверняка знакома с данными по призыву. И несмотря на показанное в самом начале эфира очереди под ТЦК, она отдает себе отчет в том, что мобилизация провалена. Остальные отчеты она профессионально перекручивает, а в том, что она профи, сомнений у меня нет. Впрочем, на этом положительное влияние на общество у госпожи придворного трубадура и ее эфиров заканчиваются, как по мне. Перейду сначала в конец эфира. Мать призывника, а по совместительству ведущая эфира, заявляет прямо: СБУ придут к каждому. Прекрасное завершение разговора, согласитесь. Все, что говорилось, что писалось в чате, перечеркнуто одним открыванием рта. Даже если и было сказано что-то полезное, о нем тут же все забыли. В самом деле, что тут мусолить? СБУ прийде, порядок наведе. В лучших традициях КГБ, только буквы теперь другие. Изменить свое мнение под влиянием аргументов умных людей и донести его до самого верха, потому что есть возможность? А зачем? За это ей не заплатят, а за фразу про СБУ заплатят. Но с начала эфира нам услужливо показывают очереди в ТЦК, как бы намекая: смотрите, можем ведь, когда хотим. А вы спросили у этих людей, почему они там сейчас? Что стоило подойти и спросить у них, почему вы вдруг пришли и стали тут в очередь? А мешало знаете что? Правда. Эти люди бы сказали, что в связи с ожиданием наплыва боящихся штрафов с 18 мая они пришли сейчас, чтобы избежать этих самых очередей и суматохи потом, потому что большая часть этих людей обмежено придатні, и им снова приходится обновлять данные и вновь проходить потом ВЛК, потому что наверху решили, у людей и без того полно свободного времени и нет работы, давайте их хоть чем-нибудь займем. А то, что теперь какую-то их часть призовут и назначат сразу в штурмовики через неделю, они просто пока не верят. А я верю, потому что днями разговаривал с одним хлопцем и выяснилось, что их подроздел слегка пополнили и отправляют именно туда. А еще интересно, что в этом подразделении люди с серьезным образованием, навыками, нарабатываемыми годами, и что все они инструкторы в своем деле. Были. Теперь они штурмовики. Реально крутые спецы, отправленные штурмовать. Почему? Потому что они ухилянты? Потому что единичные случаи и перекосы? Не поэтому. Потому что кому-то не нужны герои. Потому что для кого-то люди — расходный материал, который в случае чего можно объявить СЗЧшниками и вообще отказаться от ответственности, любой. Потому что вместо того, чтобы исполнять старый закон о мобилизации, который, о чудо дивное, позволял и мобилизацию проводить, и людей уважать, было принято иное решение. Натравить людей друг на друга очень простым способом, а именно взять ветеранов,
постараться выхватить самых ушлых из них. Если не получится, создать им такие условия, чтобы они ушлыми стали за несколько дней работы со старыми бусовозами, склепать из таких подразделений ловцов-мобиков по улицам и таким нехитрым образом раскачать внутреннее напряжение в обществе до таких пределов, чтобы уже никто не хотел ничего, кроме как сбежать в Аргентину через Тису. А потом пообещать всем, что СБУ придет каждому, кто не пройдет этот путь. Профит? Профит. Все довольны, все могут заниматься выливанием друг на друга ушатов взрат, но только не помнить о том, кто же на самом деле всю эту историю затеял, кто допустил, кто разгонял, кто приказы издавал, кто, самое главное в этой истории, относился и относится к людям как к строке в рапорте «Ситуация складна, але контрольована». І тут я не можу не привести цитату господина Жоріна із ефіра Трубадурші. «Такого, щоб людина була вкрадена ТЦК і не пройшла підготовку, в нас не буває. Та й не буває в принципе». Господин Жорин, я помню, как ваши бигборды висели по всей Оболоне, когда вам нужно было срочно прийти в политику, и жалею, что не оказалось ведра с краской в то время под рукой. Показал бы вам, чего не бывает в принципе. Умных людей в политике не бывает в принципе. К другому выводу я прийти сейчас не могу, хотя, поверьте, хочется. А уж раз вас пригласили в эфир к этой серьезной даме, в этой политике вы свой. Или считаетесь таковым. Украина маленькая страна. Всем все видно, и все знают. И если кто-то усиленно делает вид, что он ни при чем, и весь из себя такой патриот, что хоть песни про него пиши, то люди делают свои выводы, и поверьте, никакие ИПСО тут ни при чем, потому что очень трудно вдолбить избирателям плесени мысль о том, что власть делает что-то не так. Но ведь удается. Я последнее время почти не встречаю людей, которые при произнесении вслух фамилии президента не зеленели бы и не плевались до икоты. А кто это сделал? Парохоботы? Да ведь вы всех отлучили от марафонов или натравили тысячи ботов на них в Фейсбуке. Кого не отлучили и не смогли побанить, те воюют. Кто не воюет, волонтерит. Да и вообще, все вменяемые люди сильно умерили свой пыл в вопросе критики власти. И только сама власть безраздельно орудует на этом поле. Никакой сторонней критики не нужно. Довольно просто ознакомиться с решениями, принятыми в последнее время, или просто посмотреть эфир «Тьоті з плюсов». Цитата із ефіра. «Всі мають відкласти свої справи на після перемоги». Вот згоден. Вы даже не представляете такой степени, я согласен с вами. Давайте на Окружной в Киеве прекратим класть новенькие велодорожки с LED-осветлением. Уберем оттуда асфальтоукладчики и наладим нормальное движение на этом участке, а то там пробка почти час в оба конца. А на эти деньги купим дроны или наладим производство мин, или вернем в производство заряды для стугны. Слабо? Слабо відкласти свої справи, или боитесь, что после перемоги, которую вы всем скопом так тщательно саботируете, уже не получится не то, чтобы в таких объемах красть, а даже в Макдональдс кричать «Вильна касса» не возьмут? Почему мы все должны откладывать свои дела, а вы их тут же присваиваете себе? Цитата Мосійчук. «Опозиция попередньої версии». То есть это она пыталась блеснуть своим остроумием и острословием заодно. И кажется, это выражение должно быть обидным для оппозиции и ржачным для зрителей квартала. Я ж правильно понимаю? Поправьте меня, если я не прав. Да только Гжа Мосійчук, эта оппозиция, на фронт ездит раз в неделю. И не только с фотоаппаратом. Запускает и ведет производство для ВПК, возит караваны техники из-за границы, умножает донаты на 2, логистирует грузы и оплачивает новейшие разработки, а ваш властный Нацбанк блокирует кредитование этого самого ВПК. Как вы это оборжете? Даже интересно. Почему НБУ блокирует кредитование ВПК? Как вы оборжете тот факт, что на ЗК потратили 4 миллиона гривен на туалеты для своих нежных пятых точек, а ви отреагировали, цитирую, «А нащо ви про це кажете в публичному просторі?» Простите, а в каком просторе говорить об откровенном саботаже финансовых растрат народных в военное время? В туалетах? На кухне? В СИЗО? Я смотрю, вы к этому ведете. СБУ прийде до кожного, ваше же слово. Верные последователи овоща. Тот, правда, заявлял «почую кожного», а вы немного перекрутили в духе квартала, я понимаю. Вот прям ярчайший пример логики плесени. Когда в эфире прозвучало, что закон о мобилизации кривой и содержит даже навскидку кучу просто орфографических ошибок, не заикаясь уже о юридических, она заявила: «Закон ухвалений, і ми маємо працювати з тим, що є». Шо? А если вы завтра примете закон, по которому граждане должны будут каждое утро слать вам в офис анализы?
Или даже являться лично? Будете слать и ходить? А если завтра будет принят закон, по которому нужно с утра, не просыпаясь и не умываясь, записать хвалебный гундосик наивеличнейшему, вывесить его у себя на странице и сделать репост на страницу офиса, то же самое станете заявлять? Оруэлл плачет и рыдает навзрыд. А так можно было? Можно, Гжа Масичук? Вы скажете, не перегибай. Так я вам отвечу. Любой бред нужно доводить до уровня бреда. Тогда становится отчетливо понятно, до какой степени это все бред. Чтобы вы не обвинили и меня в бреде, приведу пару цитат из того же эфира. Правда, на автора этих цитат, Ростислава Кравця, вы повесили тавро, заявив в конце эфира, что он прекрасно выкручивался в течение заданных 2,5 часов. Я так понимаю, вы пригласили его в эфир в качестве слоника для битья, да получили онлайн від коша? Так я тут также скажу. Аби ви так научились выкручиваться и пользоваться головой для перемоги, не было бы этого ролика, и я бы остался без роботи. Так от цитати. Що вам заважало виконувати старий закон про мобілізацію? Робіть свою роботу, і ніхто не буде роздувати зраду. Має бути здорова пропаганда, а не порушення законів і прав. Просто всі бояться вийти самі на себе. У нас в усьому винні громадяни України. Не нравится такой разговор? Пришлете ко мне СБУ? Мне тоже многое не нравится, но я, сцепив уже давно зубы, просто гребу в сторону перемоги всеми доступными мне средствами, включая этот ролик. Большая часть страны отрывает от себя семейные деньги, отсылая донаты, несмотря на все ваше противодействие и безмозглость. Впрочем, противодействуете вы весьма профессионально, признаю. Все, не хочу больше про этих. Давайте закончим сегодня ролик праздниками. Вы когда-нибудь интересовались, как переводится «Let my people go»? Прикиньте, я тут поинтересовался. «Отпустите мой народ». Имели на прошлой неделе 2 интересных праздника. Сначала День прикордонника. Это был праздник, потому что попутно тегая чем-то тяжелым наших абаз-соседей, можно только вспомнить пограничника. Пограничник — это не солдат. Это пассажир с психическим, пограничным историческим расстройством. Здесь уменяем, здесь не уменяем, здесь скрепу заворачивали. Бабу-ягу им в доставщики пиццы. А еще было прекрасное событие – Международный день джаза. Когда это музыкальное направление появилось в Украине, ориентировочно в конце 1925 года, тогда за океаном исполнители джаза начали переезжать из Нового Орлеана на север США в поисках лучших условий. Точка входа жанра в Украину? Наиболее вероятно, это красивый, энергичный и несокрушимый Харьков. Вряд ли любитель искаженной и оскверненной истории старик Кабаиногих знает об этом, иначе ненавидел бы город еще больше. Сегодня он играет джаз, а завтра, через каких-то 90 лет, ла-ла-ла-ла создаст. Музыкальная культура Харькова является непрерывной и новаторской. Давайте ценить. Джаз начинался именно с журливых песень. Была преодолена большая беда – рабство, но никуда не делось большое горе, расизм и нищета. Для белого уха блюз звучит гармоничнее, привычнее, и на рубеже 19-20 веков как будто вернулись ритмы Западной Африки, которую потомки рабов никогда и не видели. Сломанный ритм, который сложно уловить? Извините, мастер, там, где ломаются не то что кости и позвоночники, судьба целых поколений, о поломанном ритме нечего и говорить. Акцент на ударных? А на чем делать акцент, когда и гладить, и уговаривать уже давно бесполезно и поздно? Америка, черная и белая, впервые слушала то, что не было похоже ни на один привычный жанр. Певцы и музыканты буквально летали над песнями, исполняя их каждый раз по-новому. Маленький Давид был небольшого роста, но могущественный. Он победил здоровенного Голиафа, который лег и умер. Как по мне, после эпохи журловых песень, то, что надо. Конечно, в СССР джаз ненавидели. Это явление было непонятно, резало неподготовленное ухо и, наконец, В, Г, Г, Д и до конца азбуки самое страшное. Это была музыка свободы. Потомки рабов из джаз-бендов почему-то не стали классово близкими, даже не потому, что развлекали белых капиталистов, из-за того, что им было можно. Потому что «отпусти, народ мой, и некому березку заломать» — это несовместимая мелодика. Я интересуюсь исключительно с целью музыкального фулюганства. Вы никогда не экспериментировали с автозаменой, нет? Так я вам кусочек заверну с собой. Уж простите мне мой английский, ИИ умеет лучше, но пока мы не научили его петь моим тембром. When Ukraine was in Soviet land,
Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the good says go down. Step on. Way down in Soviet land. Hello, Soviets, to let my people go. Bandera went to Soviet land. Let my people go. He made all Soviets understand. Let my people go. Все верно. После тоскливых песен бандуру-гитару откладывают. Берут духовое и ударное, желательно километров, чтобы на 300. На рояле поправляют массировочную сетку, пулеметчик разминает пальцы. Если тегнуть можно стеклобетоном, а можно смолой врагов Украины, как импортных, так и отечественного производства, то если им очень-очень-очень повезет, к ним придет черный лебедь Нина Симон и спросит: «Грешник, куда ты побежишь в тот же день?» А если не повезет, этот же вопрос может задать князь тьмы. Будь здоров, на 2 по 150 трижды в день. Кроме времени и вдохновения, он имеет еще фантазию и опыт. Река кипит от уклонистов, море от атакамс. Господь сказал: убирайся к черту. По-моему, все кошерно. Весь нормальный мир отмечал день джаза. А эх, яблочко, пусть катится в ад. Песня же говорит: я побежал к дьяволу, и он ждал. Поборемо. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.